Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же собирает информацию о вас? Такой интригующий сегодня будет расклад. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать побольше комментариев для продвижения канала. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы человек довольно такой активный и страстный. Причем вы страстны абсолютно во всем. Вы, если что-то делаете, вы это берете, знаете, с азартом, с таким задором, страстью. Это касается и отношений, и интимных моментов, да. То есть настолько вот у вас вообще какое-то такое... Энергия кипит, бурлит, да, вы абсолютно не домосед, вам нужно что-то делать, чем-то заниматься, такой вы живчик, да, энерджайзер. Вы довольно неплохо зарабатываете, причем я вам скажу, что то, что вы заработали в своей жизни, чего вы достигли именно как раз своим упорным трудом. Именно упорным трудом, не какими-то там, вот как мажоры, да, говорят, связями и так далее, а именно своей усидчивостью, упорством, да, вы четко шли к цели. Кто-то, может быть, поставил цель дом купить, да, и вы достигли этого. Кто-то машину хотел купить, купили машину и так далее. Но в вашей жизни было очень много также, к сожалению, отрицательных моментов, много таких разрушительных ситуаций. Эти ситуации, которые были связаны снова у нас, да, выпадают, вот скорее всего это связано с изменой. Это потеря вашей любимой женщины, это потеря вашей семьи. Это ситуация, которую вы оставили далеко в прошлом, но которая вам периодически не дает покоя. Вот вы мысленно возвращаетесь в те времена, когда было вот все хорошо, когда было веселье, радость, когда, казалось бы, любовь, да, все хорошо. Но тем не менее, разрыв вы пережили, очень тяжело пережили, не буду углубляться в описание, да, бередите раны. Но, тем не менее, смотрите, здесь еще у некоторых может проигрываться, что вы не можете отпустить свою бывшую. Особенно это касается тех, кто, ну, более-менее так недавно разошелся, да, относительно недавно, может быть, мысленно возвращаетесь. Это может быть состояние как будто наваждения, да, вот хочу забыть, но не могу. Могут быть мысли, а вдруг мы помиримся, да, то есть вы не спешите даже в новые отношения входить. В принципе, я женщин в вашем окружении не вижу. Очень хочется любви, очень, но опять же, у некоторых из вас, еще раз повторюсь, вот мысли о бывшей. О новых каких-то отношениях речи не идет, потому что вот держит, как будто вот привороженный. Здесь могут быть привороты у некоторых ребят, но это нужно делать чисто диагностику, поэтому добро пожаловать на личный расклад, на диагностику, если у кого-то есть такой момент. Допускаете, да, допускаете некоторые, я постоянно говорю некоторые, потому что опять же общий расклад и пытаюсь о всех по чуть-чуть сказать. Допускаете мысль примирения, но опять же вы не спешите ничего делать, потому что боль очень глубоко сидит, боль не дает покоя, и вот эта боль не дает вам активно действовать, делать какой-то первый шаг, чтобы помириться. Это еще может быть от какого-то внутреннего понимания, что, ну да, вернуться можно, но будет все как прежде. Есть некий такой страх. То есть, с одной стороны, да, вроде бы хочу вернуться, с другой стороны, нет, снова будет все то же самое, снова будет вранье, снова будут измены и так далее. Поэтому и хочется, и колется. Далее. Знаете, вот у меня почему-то такое ощущение, что у вас было до такой степени много разных негативных ситуаций в жизни. Это касается не только женщины. Это связано, может быть, и со здоровьем. Это может быть связано и с работой. Да, вот такие какие-то разрушительные ситуации, которые порой выбивали вас из колеи.
Был в вашей жизни период, когда казалось, что все, вообще жизнь потеряна, да, не знаешь, как жить дальше, когда нет ни смысла жизни, возможно, ни желания жизни нет, да. Здесь могут быть ситуации, которые, ну, разрушили вас изнутри. Еще раз повторюсь, это может быть даже связано с каким-то, ну, серьезным, может быть, сложным заболеванием, да, с какой-то серьезной потерей. Помимо развода, еще другие были вот у вас ситуации. Из весельчака такого вы на какой-то период отстранялись вообще. Кто-то сейчас, может быть, в этом находится, да, состоянии. Отстранялись и становились вообще каким-то необщительным, да, вот, ну, нелюдимым, скажем, вот дом, работа, хотя приглашали, да, вот приглашали друзья, давай посидим, давай оторвешься там и так далее. Не хотелось ничего, хотелось быть только наедине с самим собой, со своими мыслями, да, вот наедине со своими такими вот страданиями, разочарованиями. У вас есть друзья, которые, в принципе, они могут вам помочь. Они могут помочь всегда, они могут чуть ли не среди ночи сорваться, к вам примчаться, да, там словом, делом, финансами помочь. Но это такой момент, когда вы не всегда рассказываете людям, что у вас что-то болит, что вам плохо, что у вас накипело, да. Вы не будете особо делиться. Вы человек, еще я вам скажу, который, ну, в принципе, можете очень жестко отбрить человека. Вот если кто-то вас особо сильно достанет, можете колкость какую-то сказать, резкость, можете сказать какое-то, ну, не литературное слово, так скажем, причем так, крепкое словцо можете приложить, особенно на работе это касается. Но если вас доставали, то, я думаю, и женщин вы прикладывали крепким словцом. Но это уже потому, что, знаете, накипело, достало. В вашей жизни, как-то, знаете, вот есть женщина, я сейчас так плавно пытаюсь переходить, да, к нашему вопросу, кто же все-таки собирает информацию. Есть женщина, с которой когда-то у вас либо же это был роман, либо же, ну, была какая-то симпатия, да, до самого романа, может, и не дошло, но было какое-то взаимное притяжение, так назовем. Эта женщина вам нравилась, она моложе вас. Сейчас вы с ней не общаетесь, вот какой-то период вы не общаетесь. Она моложе, она интересная, она стройная, она ухоженная. Она была свободная на тот момент, незамужняя. Поэтому как-то вот ёкнуло сердечко. Но опять же, здесь, может быть, даже не дошло до постели, потому что некоторые были тогда в браке, да, а это не в ваших правилах ходить налево. У некоторых могла быть другая причина, ну, допустим, это могла сейчас, вот все-таки давайте уточним. Это какие-то могли быть конфликты, ссоры, это кардинальные перемены могли быть, что разошлись пути дороги. Вот неожиданно бывает, складываются так обстоятельства в жизни, что просто вот вроде бы особой причины не было, а люди вот расстаются. Ну, то есть это женщина, которая, в принципе, могла бы стать вашей очередной, да, вот дамой сердца, так скажем. Но не сложилось на тот момент. Сейчас вы не общаетесь, у каждого это будет, конечно же, свой срок, но почему-то она на вас, вот я вам могу точно сказать, она вас не забыла, но она на вас злится, сердится. Давайте посмотрим, почему она сердится. Потому что вы ее не искали. Вы не искали, вы ничего не сделали, чтобы ее вернуть, как-то выйти с ней на контакт, чтобы с ней сблизиться. Это ее, ну, бесило, так скажем, какой-то период, да, вот сердилась она. Но, тем не менее, она вас не забыла. Сейчас она, да, вот она настроена, с одной стороны, и вернуть как-то вот общение ваше, а с другой стороны, она очень сердится. Она стала, вот после вашего общения последнего, да,
Она стала другой. Она за это время, вот что вы не общались, она как-то абсолютно поменялась. Она стала более закаленной в боях, так скажем. Давайте посмотрим, какая она сейчас стала. Она сейчас все так же одинока. Ей очень хочется любви. И поскольку она вас не забыла, вот она думает, вот как же можно, каким образом вас вернуть, да, вот попробовать еще раз, вот если тогда не сложилось, она пытается прощупать, вот прощупать у кого-то через каких-то знакомых, может быть, это коллеги, общие знакомые, друзья, там, родственники, через соцсети. Вот она пытается вас искать, она собирает информацию о вас, чтобы быть в курсе дела. Есть ли у вас семья, какие у вас отношения, вообще есть ли у вас женщина, вот в таком плане. Потому что у нее есть некоторые страхи по этому поводу. Вот она, помимо того, что она не из тех, кто будет навязываться, она, смотрите, она прощупывает как раз информацию, чтобы полностью быть уверенной, что у вас никого нет. Женщина, которая, знаете, вот она-то денежки подзаработала. Она подзаработала, но деньги для нее абсолютно не главное. Вот не главное. Хоть она имеет, вот знаете, можно быть и миллионером, но не быть транжирой, не быть в какой-то такой тотальной зависимости от денег. Вот она по такому вот подобию. Женщина, которая, да, она не будет торопить события. Вот она собирает о вас информацию. Причем, я думаю, еще знаете что? Может такой момент наступить, может быть, уже у кого-то и был. Кто-то из ваших вот знакомых, там, друзей, приятелей могут сказать, что вот какая-то твоя там бывшая, либо там твоя старая знакомая, да, вот, интересовалась вами, спрашивала, да, вот вам даже могут сказать, что такая-то прощупывает почву, такая-то вами интересуется. Давайте посмотрим, будет ли она все-таки что-то делать, да, вот как-то сближаться с вами, что ли. Пока она это старается все держать в тайне. Вот она не хочет проявляться. Ей очень хочется, чтобы вы все-таки как-то пересеклись, и тогда она начнет действовать. Вот ей хочется, чтобы это ваш шаг был. Смотрите, через какой-то период ваши общие, то ли, ну, друзья, знакомые, у всех по-разному будет, подстроят какую-то вашу встречу. Вы столкнетесь абсолютно неожиданно. Это будет такая, ну, казалось бы, чистая случайность. Вы ее увидите, и знаете, вот все-таки сердечко-то ёкнет. Вот ёкнет сердечко, потому что она стала более такой женственной, она стала еще краше, она стала более уверенной в себе. Она, в принципе, дама с характером, подход она найдет к любому. Как говорится, она и тигра может укротить. Вот она, знаете, вот вам покажется, что как будто вы не расставались. Вот какое-то будет ощущение, как будто вы не расставались. Вот вы будете на нее смотреть, да, вот вроде бы случайная встреча, случайно как-то пересеклись, хотя это будет случайная неслучайность. Вот вы будете смотреть, и сердечко встрепенется. Поначалу, конечно же, вы будете там говорить о том, о сём, да, о жизни. Договоритесь, конечно же, встретиться, но здесь уже будете вы больше проявлять инициативы. Причем здесь вы будете манипулировать. Причем, смотрите, вы возьмете такую небольшую паузу в общениях, да, вот вы пересечетесь, допустим, случайно, потом вы возьмете паузу. Понятное дело, там телефонами обменялись туда-сюда. Возьмете паузу. Это будет ваша такая маленькая манипуляция. Потому что, в принципе, у вас есть такие тоже манипулятивные такие наклонности, как у практически у всех людей, да. Вот обычно люди умеют манипулировать друг другом. Вот как ни крути, но умеют. Возьмете паузу, да, чтобы, ну, так скажем, немножко ее помучить, да, вот, чтобы она так думала, позвонит он, не позвонит мне, чтобы так заинтриговать ее.
Потом вы начнете постепенно проявляться. Вот это будет период, вот эта вот пауза ваша. Это будет период, чтобы и подумать, да, вот как быть дальше, стоит ли с ней сходиться, да, стоит ли вообще вступать в какие-то отношения, либо же побыть одному. У всех это будет по-разному, но вам эта пауза нужна. Я не говорю, что она будет затяжная, нет. Это не будет затяжной паузой, но реально вам нужно будет побыть одному, поразмыслить, подумать. И снова вы императором выпадаете. Ну, елки-палки. Ох, императоры. Съезд императоров у меня, да, на видео. Итак, что будет дальше? Да, вот вы постепенно начнете общаться. Причем, смотрите, я не могу сказать, что это будет такое прям безоблачное общение. У вас будут небольшие конфликты. Это будут такие ситуации, когда из-за чепухи поссорились, да, там денек-другой не общаемся, дуем губки, потом снова помирились. Ну, то есть это такой детский сад своего рода. Из-за чепухи, вот, да, вот, ну, зачем ругаться из-за чепухи? Причем, когда вы поругаетесь, ну, это даже ссорой я не назову, но это такие мелкие трения, да, конфликты мелкие. Вы оба будете переживать, вы оба будете страдать, но оба гордые, да, оба гордые, и никто первый шаг особо не делает. Но все равно я вам скажу, что в большинстве случаев мириться первым будете вы. Это будут отношения, такие вулкан страстей. Потому что и вы довольно такой страстный товарищ, и она страстная дама. Но будут не бесконфликтные отношения. Можете, в принципе, перевести их в более серьезные отношения, но просто не будет. Давайте еще взглянем, что же будет получится с этих отношений. Вас порой будут, да, порой одолевать сомнения, а та ли это женщина, да, потому что когда возникают конфликты, у многих людей возникают сомнения. Будет непросто, будет заманчиво, будет эротично, будет страстно в этих отношениях. Но вот легко я точно не могу назвать. Я не могу назвать, что это женщина, которая будет, ну знаете, заглядывать вам в рот и слушать, ловить каждое ваше слово. У вас даже, смотрите, у вас могут даже появляться мысли, да елки-палки, а может быть, ну ее с таким характером, тоже не без этого. Но опять же, эта женщина снова по колесу фортуны судьбоносная. Как вы уже дальше с ней будете решать сами, но будет интересно, будет не скучно, это 100%. Когда кипят страсти, когда влюбленность, плюс еще эти конфликты, ну, скучать, я думаю, вы точно не будете. Если кто-то из вас хочет, конечно, такую тихую, спокойную, размеренную жизнь, но это точно не про эту женщину, потому что жару она даст во всех отношениях, не только в интимных. Она и на место поставит, она и покажет свой характер, она, ну, в принципе, она за словом в карман не лезет. Поэтому смотрите, ребята, ну, даже семья у вас может быть, но это, ну, точно будет итальянская семья, когда страсти будут по полной кипеть. Решайте сами, думайте сами. Женщина, знаете, вот я даже не знаю, как ее можно охарактеризовать. То, что она будет вашей любимой женщиной, это 100%. Королева кубков у нас выпала. То, что вы влюбитесь, как мальчишка, это да. Но вот эти вот ваши мелкие трения, да, вот из чепухи, которые высосаны из пальца, ну вот это будет вас, конечно, теребить. Будете сомневаться, будете себя накручивать, порой будете в тупике, да. Это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Но страсти, влюбленности, адреналин 100%. Поэтому думайте сами, решайте сами. Но знаете, вот еще могу добавить, что несмотря на вот эти какие-то баталии такие,
все равно вы будете бояться потерять эту женщину. Уж слишком сильно будет какое-то такое вот, может быть, даже энергетическое притяжение к ней. Вот не захочется вам ее потерять, потому что, еще раз говорю, даже когда вы там на денек-другой разойдетесь, да, вот из-за трений этих, все равно вы будете страдать. Вам ее не будет, будет не хватать очень сильно. Вам будет плохо без нее. А значит, будут чувства. Если вы себя так будете чувствовать, ну, здесь не без любви, это 100%. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!